Привет! Похоже на то, что в полку бюджетных беспроводных вкладышей очередное пополнение. Сегодня я расскажу про свежую новинку – наушники QCY T20. Да, они максимально простые, но при этом стоят всего лишь $25, и для кого-то их скромной функциональности будет вполне достаточно. И вот если охарактеризовать 20-ю модель максимально сжато, то перед нами прошлогодний хит QCY T13 только в формате вкладышей. Простые, в меру функциональные и с хорошим звучанием. Примечательно, что с недавних пор, помимо цифрового нейминга, QCY наконец-то начали применять и буквенно-словесный. К примеру, сегодняшняя модель T20 имеет официальное второе название AirPods, а недавнюю новинку QCY T18, если кто помнит, они назвали Melobuds. Но название названием, а главное это содержание. Итак, в заводской коробке нам положили зарядный кейс, наушники, краткую инструкцию и коротенький кабель для зарядки. Лично в моем случае, возможно, как одному из первых покупателей, дополнительно положили и фирменный полупрозрачный матовый чехол, но скорее всего это была премьерная акция и сейчас так не поставляют. Зарядный футляр изготовлен из матового пластика и имеет округлые формы. По габаритам он очень компактен, о чем в свою очередь довольно часто упоминает производитель в своих промо-материалах. Здесь не могу не согласиться, ведь это действительно так. И вот все бы ничего, но при таком подходе пострадал аккумуляторный блок. Его емкость составляет всего 220 мАч, чего максимально хватит на 3 полноценных зарядки. Но справедливости ради хотелось бы отметить, что бешеным саморазрядом футляр не страдает. В принципе, как такового я его вообще не заметил. На передней стороне расположили одинокий статусный диод состояния, а в нижний торец поместили Type-C разъем для зарядки. Беспроводного интерфейса пополнения энергии в этой модели нет, ровно как и нет здесь никаких кнопок активации и сброса до заводских настроек. Петля крышки пластиковая без доводчика, но со встроенным фиксатором, что довольно удобно. Во время процесса извлечения наушников крышка не болтается, однако непосредственно подключение устройства к смартфону на ее открытие, к сожалению, не завязано. Сопряжение происходит по старинке в момент изъятия наушников из кейса. За связь отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.3. В целом, сборка футляра хорошая, что для такого бюджета не может не радовать. Все то же самое могу сказать и про наушники. Они изготовлены из глянцевого пластика, а все отверстия, что имеются на корпусе, прикрыты металлическими сетками. Разумеется, даже невооруженным взглядом видно, что инженеры QCY при создании данной модели вдохновлялись третьими AirPods'ами. Они очень похожи внешне, хотя при прямом сравнении, имея одинаковые чаши, яблочные наушники все же чуть компактнее, особенно в местах перехода основного корпуса в ножку. И вот именно поэтому посадка в T20 совсем немного, но отличается от AirPods в пользу последних. Предупреждаю сразу, что для людей с маленькими ушными каналами эти наушники точно не подойдут. Есть ощущение, что для условно стандартных параметров такие формы могут доставлять определенный дискомфорт. Лично у меня проблем с посадкой нет. Мои уши весьма всеядные и проще назвать те немногочисленные модели TVS наушников, которые мне не подошли, нежели наоборот. Если же проводить аналогию с T20, то как раз у вкладышей Ugreen H3 посадка точно такая же, только ножка подлиннее. И к слову о ножке. Под металлической сеткой спрятали статусные диоды состояния. Они активны в момент первичного сопряжения, а также загораются во время постановки наушников в кейс на зарядку. Во время работы они не активны, но из-за подобного конструктивного решения сенсорные области для управления перенесли в нижнюю часть, аккурат под эту вставку, что как минимум непривычно, а как максимум не очень удобно. По крайней мере в первое время тебя так и тянет коснуться этой сетки, а по факту тапать надо ниже. Для управления функциями здесь доступно 3 жеста, 2 из которых можно переназначить в фирменной программе, ну а третий, как и в большинстве моделей QCY, зашит на постоянку. По удержанию пальца на сенсоре в течение 2 секунд с наушников можно переключать треки на правом вперед, на левом в начало композиции, либо назад. А вот уже для настройки доступны действия на двойное и тройное касание. К сожалению или к счастью, одинарный тап здесь недоступен. И вот как по мне, хорошо, когда он есть, но его можно отключить, нежели его полное отсутствие. Тем более, что и датчиков автопаузы в эту модель не добавили. На доступные жесты можно назначить все что угодно. Тут уже, как говорится, полный полет фантазии, ограниченный лишь 2 действиями. Плей-пауза, управление громкостью, вызов ассистента или активация игрового режима. Что же касается приложения, то здесь и особо рассказывать нечего. Внешне на данный момент изменений никаких. На главной странице отображается только заряд в наушниках без какого-либо упоминания кейса. А на второй вкладке поместили раздел со звуковыми настройками. В случае с моделью T20 лично я не советую туда заходить.
удивить, разве что попробовать ручной эквалайзер. Пресеты настроены так себе, и лучше оставить стоковое звучание, тем более что оно очень даже хорошее, в особенности если учесть, что это вкладыши, стоимость которых 25 баксов. Звук здесь довольно басовитый, что такому форм-фактору не характерно, однако на сотке громкости в некоторых жанрах, где преобладают низкие частоты, динамики периодически ловят перегруз. Но я повторюсь, это происходит на самом максимуме и в басовых треках. Большинство электронных композиций, рок и современный ретро-вейв наушники воспроизводят превосходно. Над звуком здесь трудятся 13-мм динамические драйверы, а его передачу обеспечивает аудиокодек AAC, помимо которого стандартно имеется и SBC. По частотной кривой здесь слышится очевидный прогиб в среднем регистре, однако вокал и инструменты при этом звучат хорошо. На 80-90% громкости каши нет, и сам по себе звук получается объемным. Верхние частоты не задраны и прекрасно дополняют весь нижний диапазон. Разумеется, очень многое будет зависеть и от посадки, ведь если с внутриканалками большинство проблем можно решить просто поменяв силиконовые амбушюры, то в случае с вкладышами они либо сядут хорошо, либо это Redmi Buds 3. Тем не менее, QC YT20 наушники не тихие и играют громко. Запас по этой части имеется, причем довольно приличный. Во время моего теста на автономность, который я проводил как обычно на 100% громкости, лежа в 2 метрах от меня, наушники играли так, будто это какая-то колонка звучит на минималках. Мой результат в таких условиях составил 4 часа и 55 минут, что я считаю очень даже хорошо, учитывая их громкость. Если же говорить об игровых возможностях устройства, то для этих целей здесь имеется рабочий игровой режим с низкой задержкой. В своем тесте на популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил результат в интервале от 120 до 200 миллисекунд. Это, конечно, больше заявленных производителем 68, но в целом на слух играть довольно приятно, ровно как и смотреть ролики на YouTube. Отставание звука от видео на слух не ощущается. К моему великому сожалению, так желанного многими мультиподключения в данной модели нет, но есть одна весьма занимательная функция под названием режим сна. При ее активации специальным рычагом в приложении сенсоры управления перестают работать. В наушниках можно уснуть, не опасаясь мискликов. Сброс данной опции можно сделать принудительно из приложения, либо поместив наушники обратно в кейс. При следующем подключении гарнитура будет работать как обычно. Ну что же, вроде бы все, что хотел про эти наушники, я рассказал. Осталось послушать, как отрабатывают встроенные в них микрофоны. Ну что ж, друзья, пришла пора протестировать встроенные в наушники QC YT20 микрофоны. Вот таким вот образом они отрабатывают на тихой, спокойной улочке. Сегодня погода прекрасная, ветра практически нет, даже если он появляется, он дует В лицо, не так сильно, зато, в принципе, можно примерно понять, как в таких вот спокойных условиях тебя будет слушать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по данной гарнитуре, находясь вот в какой-то такой локации. Ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках QC YT20. Я сейчас нахожусь в торговом центре, какой-то голос женский вещает по громкой связи. Ну и довольно гулко сегодня, народ здесь есть, сегодня выходной день. Примерно можно прикинуть, как тебя будет слушать собеседник в этих наушниках при вот таком сценарии использования, если ты будешь с ним разговаривать где-то в ПЦ по телефону. Ну что ж, друзья, настала пора автомобильного теста. Наушники QC YT20. Я по традиции с двух сторон открываю сейчас окна, тем самым создавая сквозняк. Порывы ветра мне сюда вот так вот мимо меня пролетают, нагружая тем самым микрофоны. Плюсом ко всему мимо меня периодически проезжают автомобили, создавая шум. На параллельной полосе, собственно, то же самое происходит. Ну и примерно можно оценить качество работы встроенных в эти наушники шумодавов и оценить, как отрабатывают здесь микрофоны при вот таком сценарии использования. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать, что QC и AirPods получились весьма годными наушниками, особенно учитывая их стоимость. Как я и сказал в самом начале, они довольно простые, но при всем при этом на борту имеются хорошие встроенные микрофоны, годное басовитое звучание, игровой режим и управление, которое можно настроить под себя. В общем, вполне стандартный набор функций для людей, которым не нужны новомодные навороты. Так что в целом я не вижу причин не покупать себе эти наушники, но не стоит от них ожидать чего-то феноменального. Здесь абсолютно все на свой прайс. Ну и разумеется, при условии, что по размеру они хорошо сядут. Как я и говорил, для маленьких ушей они не подойдут.
Тут лучше посмотреть в сторону недавних Vivo TVS Air. Ну а если нужно что-то более усредненно универсальное, некая золотая середина, то здесь возможны варианты в виде Oppo Enco Air 2 либо свежей новинки Phil-Case с мультипоинтом. В общем, выбрать всегда есть из чего, главное определиться со своими приоритетами. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Если остались вопросы, то пиши их в комментариях, либо заходи в телеграм-группу вопросов и ответов. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.